Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодняшнее видео будет посвящено такому вопросу, как же все-таки поступить в университет в Штатах, так как в своем предыдущем видео я поверхностно рассказывала о студенческой жизни, но не вникала в суть того, что необходимо сделать для того, чтобы учиться в Америке. Начну я с маленькой предыстории о том, что меня привело в Штаты, а точнее в Майами. С 7 лет, благодаря своим родителям, я начала заниматься большим теннисом, и мой папа всегда очень часто говорил, что спорт всегда открывает большие двери о возможности обучаться за границей, а особенно в Америке. Собственно говоря, благодаря этому виду спорта я оказалась в Штатах, где уже отучилась первый год в университете, и также я играю за теннисную команду. Практически каждый университет в Штатах имеет разные виды спорта, например, как футбол, волейбол, баскетбол, теннис, гольф, все что угодно, но убедитесь в том, что тот или иной вид спорта присутствует в вашем университете. Также вам это может облегчить поступление в университет по 3 причинам, на мой взгляд, если вы, конечно, играете в какой-то спорт. Первое и самое главное — это то, что вы будете получать стипендию, которая будет покрывать половину суммы денег, которые вы должны оплачивать за университет. И, возможно, она будет оплачивать всю сумму, я не знаю. Вторая причина — то, что ваша жизнь будет намного интереснее и разнообразнее, так как вы будете путешествовать в разные места с вашей командой, чтобы участвовать в соревнованиях против других университетов. А третья причина — то, что к вам будет проявлено больше уважения со стороны профессоров и студентов, так как атлеты, как правило, дисциплинированные и всегда выполняют свои обязанности как студенты. По крайней мере, от вас будут этого ожидать. Многие задаются таким вопросом, как же все-таки найти подходящий университет, чтобы он вас устраивал в финансовом плане и не только. Я знаю такую организацию под названием «Учеба и спорт», ссылку я оставлю в описании, да, я попала не через нее, а благодаря моему хорошему другу, который помог мне с поступлением и оформлением всех документов в мой универ. Я была наслышана о том, что многие студенты из России, обратившись в эту организацию, не были довольны местом, где они обучались по разным причинам. Я не знаю, как система этой организации построена и насколько качественно те люди выполняют свою работу, потому что вас могут отправить в какой-то провинциальный город, как Оклахома, где после окончания непрестижного университета вам будет очень-очень трудно найти работу, если вы, конечно, будете намерены оставаться здесь, а не возвращаться к себе на родину. Также вы можете попасть в какой-то крутой университет Лос-Анджелеса или Майами, я не знаю. Поэтому я не могу вам дать конкретного ответа, стоит ли обращаться к услугам этой организации или нет, потому что половина зависит не только от той организации, а также от вас. Это как хорошо вы закончили школу, потому что с плохими оценками, естественно, вам будет очень-очень трудно поступить в престижный университет. И также вам нужно знать, на каком уровне вы играете в свой спорт, если вы, конечно, в него играете. Университеты Америки классифицируются по дивизионам. Это как первый дивизион, второй дивизион и третий дивизион. Как правило, университеты первого дивизиона спонсируют 7 видов мужского и женского спорта. Но обычно спорт находится на очень высоком уровне, поэтому туда очень трудно попасть. И также вы должны определить, на что вы акцентируете свое внимание. На том, чтобы первое место занимала учеба, потом спорт, или же спорт, а потом учеба. Потому что в каждом университете всегда есть свои требования в этом плане. Например, в моем университете стоит в приоритете то, что в первую очередь я для них хороший студент, поддерживающий высокий GPA, а GPA — это средняя оценка за все классы, которые студент берет в течение семестра, и только потом я для них уже атлет. Так что вам тоже с этим нужно определиться, что для вас важнее — учеба, или же спорт, или учеба, потому что это очень важно перед тем, как вы поступаете в университет. И, собственно говоря, поэтому я выбрала этот колледж, потому что для меня всегда была важнее учеба. А теперь ближе к тому, какие тесты нужно сдавать и какие документы нужно оформлять и иметь у себя на руках перед тем, как поехать в Америку и, собственно говоря, поступить в университет. Но перед этим я хочу сказать то, что всегда лучше прилететь и посмотреть университет, чтобы убедиться, нравится вам он или нет, если есть, конечно, такая возможность. И у меня возможность такая была. Я слетала в Лос-Анджелес вместе со своей семьей и другом, где я посмотрела 4 университета, и один из них у меня остался до сих пор в памяти, это Loyola University, но туда я не могла попасть ни при каких условиях, потому что на тот момент мне было всего лишь 13 лет, и я была близка к тому, чтобы закончить школу, но знание английского языка у меня было просто по нулям, что было абсолютно неприемлемо, так как там требовались очень высокие баллы по таким тестам, как TOEFL и SAT, и также там была команда очень высокого уровня, и я не могла туда поступить никак, потому что была очень и очень молода. Что касается таких тестов, как TOEFL и SAT, возможно, вы про них слышали. Это тесты, которые необходимо сдавать всем интернациональным студентам, чтобы, естественно, поступить в университет. Я училась по таким вот книжечкам. Это TOEFL, это SAT. Купила в Америке, вы можете их приобрести в любом интернет-книжном магазине, я думаю. Также я старалась использовать такой мини-англо-английский словарь, называется Oxford English Mini Dictionary. И, на мой взгляд, такие словари намного эффективнее, чем
англо-русские, так что очень-очень советую. Вся информация есть в интернете, плюс к этим тестам есть свои сайты, так что вы можете туда зайти и посмотреть, и там рассказываются все стратегии для того, чтобы успешно сдать эти тесты. И что касается SAT-теста, во всех университетах нужен, так что вам тоже об этом нужно узнать. И, кстати, если вы сдаете SAT на определенный балл, то есть на высокий балл, который от вас требует университет, то вы можете получить академическую стипендию. То есть это может, если вы еще будете играть в спорт, то вам вообще придется ничего не платить, так что вы можете учиться бесплатно. Так что знайте об этом тоже. Для того, чтобы лететь в Америку, вам нужна будет студенческая виза F1, которую вы можете получить, если у вас есть на руках такая справка, как I-20. Она высылается вашим университетом после того, как вы отправили определенный пакет документов в ваш университет для того, чтобы показать, что вы в состоянии обучаться в США. В пакет входят такие документы, как аппликационная форма, которую вы можете заполнить онлайн, транскрипты, это выписка ваших оценок за определенный период времени, потом рекомендационные письма от людей, которые знают вас с профессиональной стороны, то есть это могут быть преподаватели, к примеру, они могут написать о том, какой вы амбициозный, о том, как вы стремитесь к знаниям, то есть чтобы показать людям в университете, что вы хороший студент, что вы будете хорошим студентом, а не каким-то разгильдяем. Также вам нужно будет написать эссе, почему вы решили поступить в этот университет, почему вы выбрали этот университет, как вы нашли этот университет. И также вам нужно будет отправить финансовые документы, подтверждающие то, что у вас есть достаточная сумма денег, чтобы обучаться в США. Всегда нужно оплачивать консульский сбор. Эту информацию вы можете найти на сайте Pony Express, ссылку я оставлю в описании. Вы можете туда позвонить, задать все вопросы, которые вас интересуют. Я просто вкратце рассказала, что вам нужно сделать, что, возможно, я что-то пропустила, но всю информацию вы можете найти в интернете и опять же на этом же сайте Pony Express. Я надеюсь, что это видео было полезным и информация, которую я дала, была тоже полезной. Так что я желаю вам всем удачи, всем пока!